Здравствуйте, весы! Сегодняшний второй прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на неделю с 18 по 24 мая. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут по дням недели. Начнем мы с понедельника, соответственно, и на каждый день недели будем выкладывать по одной карте. То есть из одной сначала основной колоды, которую вы видите сейчас перед собой. Это Таро неба и земли, а затем из второй дополнительной колоды на каждый день недели, соответственно, с понедельника и по воскресенье, мы выложим также по одной карте и посмотрим, какие комбинации у вас выпадут, какие сочетания, вместе с вами их разберем. Попытаемся понять, почему именно в такой комбинации они у вас выпали. Итак, давайте посмотрим, что же у вас получится. Тем временем, пока я перетасовываю эти карты, напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, оставить лайк или сообщение также под этим видео. Буду очень-очень рада. Итак, давайте посмотрим весы. Весы. Что же происходит у весов с 18 по 24 мая? Так, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта, карта четверка мечей, желание отдохнуть, желание провести больше времени, может быть, один на один с собой, в своих мыслях, понять, что вы хотите, чего хотите, к чему стремитесь, что вы чувствуете, то есть вот этот самоанализ, в котором вам хочется находиться. Это не говорит о том, что вы прям вот дома проводите это время, там, исключая какие-то контакты социальные. Нет, вы можете ходить на работу в этот день, и все будет как обычно, но вам хочется больше какого-то ухода в себя, вам хочется больше успокоения, вам хочется больше тишины, вам хочется больше, знаете, как будто бы вот возможности побыть один на один с собой, со своими мыслями. Карта четверка мечей вот на про желание этого отдыха. Может, вы устали от своей работы, и вам просто хочется в понедельник отдохнуть, а нужно идти на работу. Ну вот опять temperance, это баланс, это умеренности карта. Карта, кстати, стрельца. И может говорить про стрельца, может говорить про какие-то вопросы, касающиеся стрельца, ваши размышления об этом человеке, вот что-то вот такое. Вот здесь может быть какой-то анализ ситуации, Но также здесь вот, основной расклад, он все-таки общий, он про баланс тоже. Это баланс, это желание находиться в балансе, в равновесии, в гармонии, желание находить какие-то компромиссы, если даже какие-то конфликтные ситуации возникают. Вам этого не хочется, вам хочется отдохнуть от всяких конфликтов, разногласий, вам хочется тишины и спокойствия. И, собственно, на это вы нацелены. И поэтому стараетесь сохранять здесь такую ситуацию. Дальше идет карта сила, карта льва. Может быть, общение с человеком знака лев для вас будет каким-то важным, актуальным. И здесь же еще и двойка мечей. Здесь может быть ситуация, где вы в этом общении не знаете, как лучше поступить, или сдерживаете себя, чтобы что-то лишнее не сказать, какие-то эмоции свои сдерживаете. В принципе, двойка мечей, она о том, что вы должны проявить какую-то стойкость. И стойкость вместе с силой, она как бы идет в коллаборации. Казалось бы, сильным быть, стойким. Но стойкость здесь имеется в виду устоять перед каким-то предложением, которое не нужно принимать, допустим. Или устоять, чтобы не влезть в какую-то ситуацию неприятную, какую-то конфликтную ситуацию. Или устоять от того, чтобы не учить кого-то, не давать кому-то лишних советов, которые другие люди не ждут, к примеру. То есть здесь вот эта сила по карте сила, которая изображает льва и девушку, она не показывает физическую силу, она показывает возможность влиять. То есть здесь вот по двойке мечей есть необходимость, может быть, не оказывать влияние там, где хотелось бы оказать, не давить на кого-то, не пытаться в чем-то подавлять, как возможно здесь
могло бы быть. То есть вы по двойке мечей стараетесь вот таким образом себя вести и проявлять силу, не физическую, да, а вот такую мудрую, духовную, больше женственную по силе, то есть карту женского начала, которая здесь есть в виде силы. Вы стараетесь сохранять какое-то доверие, возможно, там, где даже сомневаться начинаете. Ну, то есть стараетесь сохранять дружеские отношения, доверительные, даже если возникают сомнения в чем-то. Дальше карта Солнца, карта ясности ситуации, прояснения в каких-то вопросах, да и в целом это карта радости. Это радость, это счастье, но вместе с тройкой мечей. И вот здесь вот это солнце, которое есть и которое показывает радость, оно может обращаться к каким-то конфликтам или неприятностям. То есть вот какие-то радостные события, позитивный день, очень жизнерадостные, вы очень позитивно настроены, но что-то может сложиться чуть-чуть не так, какая-то неприятность здесь, вот может быть какой-то мелкий конфликт, что-то вам неприятно слышать или что-то неприятно знать здесь. А также может быть ситуация, где вы что-то для себя узнаете, проясняете, но это вам неприятно. Вас это может почему-то ранить или задеть. Дальше туз пентаклей, карта монеты, да, карта возможности получить что-то материальное, получить какую-то, может быть, материальную выгоду по десятке жезлов за вашу работу, потому что есть десятка жезлов, которая говорит о том, что ваша решительность в работе, в делах может окупиться и принести хорошую выгоду. Вы можете ненужный груз на себя взвалить, каких-то обязательств или дел, или выполнить работу за своего коллегу, но вы за это получите какую-то хорошую там выплату, взять чужое дежурство на себя, да, но за это получить какие-то деньги. То есть вот как будто вот такое может быть по десятке жезлов. Либо ваш труд, ваша загруженность, нагрузка, которую вы на себе несете, она будет вознаграждена. И вас могут похвалить за то, что вы здесь что-то делаете, вот стараетесь, прикладываете усилия такое, да, и можете действительно получить эту похвалу и чувство личного достижения, что я это смог сделать. Карта рыцаря кубков, карта водные стихии, может быть общение с водным знаком, но здесь может возникнуть какой-то конфликт или какая-то неприятность. И вместе с этим рыцарем кубков, который в целом говорит о каком-то состоянии внушаемости здесь. Может быть, вы думали о чем-то не так, как это есть на самом деле. И здесь появится прозрение, понимание, что вы в чем-то ошиблись, что вы себе рисовали одну картинку, эмоции, да, уже себе продумали, какие вы будете испытывать по поводу одной ситуации. Оказалось все совсем по-другому. И вас может эта ситуация разочаровать, что вот вы хотели так, получили совсем наоборот, да, и вот это затронет вас эмоционально, может вас как-то расстроить, как будто с вас розовые очки снимают, и настроение от этого портится. Карта раздора, карта пятерка жезлов, каких-то конфликтов, возможно, или неприятностей, трудностей, к сожалению, в субботу выпадает. Она выпадает с девяткой чаш, и это неплохо, потому что девятка чаш, она о том, что даже при том, что возникают какие-то трудности, вы их решаете успешно. И вы сможете здесь добиться успеха, хорошего результата, но придется поработать, или придется справиться с какими-то испытаниями, или придется приложить какое-то физическое усилие, поработать над чем-то. Но это имеет смысл сделать, потому что вот вы нацелены на этот успех, но здесь могут быть какие-то недоброжелатели, или кто-то может ставить палки в колеса, или вот что-то может делаться не так, как вам это выгодно или нужно, но вы видите перед собой цель по этой девятке кубков, вы идете к этому успеху, да, вы себе хотите и видите, да, уже этот результат, поэтому вы стараетесь все трудности преодолеть. И король жезлов, карта огненного знака, может показать общение с огненным знаком. Это лев, овен или стрелец. И здесь он с двойкой жезлов у вас выпадает и говорит о том, что здесь могут обсуждаться какие-то планы с, может быть, огненным знаком зодиака. Может быть, вы здесь интересуетесь тем, что происходит там в жизни этого человека, да, какие-то интересуют вопросы, как будто вы как заглядываете человеку в душу или в жизнь, интересуетесь чем-то, спрашиваете о чем-то. Может быть и ситуация небольшой, как пустоты в общении, или не то чтобы прохладности, а как дистанции. Поэтому вам и хочется что-то разузнать, понять для себя. Также касаемо работы, вы можете смотреть в будущее, планировать какие-то вопросы рабочие, думать, как лучше вам дальше выстроить свою работу, как прийти к той цели, которую вы себе поставили, потому что король жезлов очень целеустремленный, он нацелен на достижение того результата, который вы хотите. И вы интересуетесь, каким образом это сделать.
сделать, как можно это получить, удастся ли вам это получить. То есть вы как смотрите в будущее, планируете это. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для весов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.